Всем привет! Вы на канале Ну что, свяжем? И я Оля. Мой канал об узорах крючком, узорах разных, узорах простых, средней сложности, сложных, ажурных, плотных, рельефных, для шарей, для палантинов. Узорчиков очень много. И для того, чтобы вы не растерялись, особенно новички, да, заглядывайте в раздел плейлисты. Он находится на главной странице. Плейлисты сформированы таким образом, чтобы вам было удобнее, да, то есть они тематически разделены. Смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. Нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Мои постоянные зрители, мои подписчики, подписчицы, мастера, мастерицы, привет вам отдельный. Спасибо вам огромное. Много разных стран, много разных городов. Вы моя большая-большая группа поддержки. Спасибо за ваши отзывы и комментарии. Я сегодня к вам, ко всем, да, с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже начали работать, да, у нас уже есть один узорчик. Очень ниточки классные, очень интересные и расцветка шикарная. Итак, смотрите, кто еще не знает, это Alize Angora Gold. Смотрим состав. В 100 граммах здесь находится 550 метров. Очень интересный, так скажем, метраж. Состав 80% акрил, 20% шерсть. И нам рекомендует производитель, берите крючок от двойки до четверки. То есть 2, 2,5, 3, 3,5, 4, как вам удобно. Я беру троечку, мою рабочую лошадку, да. И я уже с этой ниточкой работала, с этим крючком. Мне, в принципе, все устроило. А вы для своей руки, для своей плотности вязания подбирайте. Итак, чтобы не забыть, сразу же говорю цвет. 758. В принципе, цвет передается на камеру такой, какой он есть на самом деле. Это очень классный такой интересный цвет. И смотрите, на картинке, да, производитель нарисовал, сфотографировал там шальки, палантины и так далее. То есть ниточка это классно смотрится в шалях, палантинах. Но это не значит, что вы не можете использовать в других изделиях. Конечно, можете. Итак, схемку сегодня у нас будет у вас шалька. Схемку я прилагаю. Схемка ходит в свободном доступе в интернете. Интерпретаций данной схемки очень много. Но здесь я вот взяла, так скажем, самую четкую, вам будет все понятно. Итак, схемку прилагаю. Кому необходимо будет, продублирую в Инстаграме. Договорились? Так что заглядывайте. Итак, для начала мы с вами, как по схемке, да, сделаем петельку фиксации. Вы можете ниточку брать, смотрите, когда я вяжу образцы, я беру ниточку снаружи. Так удобнее, да, потом хранить моточки. Вы можете непосредственно брать изнутри ниточку, и так будет намного-намного удобнее, когда вы будете вязать целое изделие. Ну, так скажем, лайфхак вязальщиц, да. Просто многие девчонки спрашивают, почему берете снаружи, а не изнутри. Вот поэтому. Итак, смотрим на схемку. Делаем, получается, в петельку фиксации. Мы эту петельку в дальнейшем при наборе, да, наших петелек не считаем. Просто зафиксировали, зафиксировали. Итак, делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Это 3 петельки подъема, столбик, и 2 петельки по узорчику. Итого получилось 5. Дальше делаем накид. И возвращаемся к самому первому, получается, петельке, к самой первой. Вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Вытягиваем ниточку, 2 петельки, 2 петельки. Далее опять 2 воздушные петельки. 1, 2, накид. Опять ныряем сюда же, в эту же первую петельку, провязываем столбик с накидом. Есть. У нас получается уже с вами, видите, 3 петельки подъема, да, это получается имитация была столбика. Далее 1 столбик, 2 столбик сделали, 2 воздушные петельки, 1, 2, делаем сюда же, получается 3 столбик, 2 воздушные петельки, 1, 2, сюда же провязываем 4 столбик с накидом. По итогу у нас получается, да, 5 столбиков, получается вот наши столбики 1, 2, 3, 4, а 5 это вот столбик, который мы делали 3 петельки подъема. Понятно? Все, идем дальше. Вот получается наша шалька будет, она будет расти вот так вот, так, а треугольничек будет вот здесь сверху. Ну, видите. Итак, следующий ряд. Провязываем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Далее 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Накид. Вот следующий, видите, наш столбик. Ныряем в этот столбик и провязываем 3 столбика с накидом. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Понятно, да? Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. И направляемся к следующему столбику. Ныряем в верхушку следующего столбика и провязываем просто 1 столбик с накидом.
Есть. Далее. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаемся к следующему столбику. За верхушку следующего столбика беремся и провязываем также 3 столбика с накидом. Раз. Следующий. 2 и 3. Есть. 3 столбика с накидом. Далее опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И помните, да, мы сделали 3 петельки подъема, 2 воздушные петельки узорчика. Получается 2 петельки пропускаем и в третью петельку подъема ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. То есть если вы сейчас посмотрите, вот видите, получается по одному столбику у нас тут по краешку. Так, здесь у нас будут появляться наши листочки. Вот наш центральный столбик. Вот этот центр получается нашего шаля, нашего платочка. Понятно? Так, идем дальше. Опять делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее делаем 3 воздушные петельки узорчика. Раз, два, три. То есть по итогу получается 6 воздушных петелек. А теперь смотрите. Вот у нас получается 3 столбика. Да, мы провязывали. Раз, два, три. Ныряем в верхушку первого столбика. И в верхушку первого столбика провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Далее в центральный столбик провязываем всего лишь 1 столбик с накидом. И в третий столбик, в последний, провязываем точно так же 2 столбика с накидом. Раз и 2. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Далее провязываем. Вот наш, мы договорились, центральный столбик. Мы также сохраняем, провязываем 1 столбик с накидом. Есть. Далее получается, видите, половинку мы провязали, то есть следующая половинка будет повторяться. Давайте вместе с вами провяжу. Итак, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Далее у нас тут 3 столбика. В первый столбик и в последний столбик провязываем по 2 столбика. Помните, да? А в центральный 1 столбик. Итак, в первый столбик провязываем 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Во второй столбик провязываем 1 столбик с накидом. Раз. И в последний столбик провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Понятно, да? То есть вот, смотрите, это получается зеркальная сторона будет у нас правой стороны. Далее заканчиваем, получается, как ряд. Опять же делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И помните, да, у нас здесь было 3 петельки подъема и 2 петельки узорчика. 2 петельки узорчика пропускаем. И в третью петельку подъема провязываем столбик, обычный столбик с накидом. Сейчас аккуратненько возьмусь. Все, вот смотрите. Если внимательно посмотреть, вот такая у нас начинает вырисовываться красота. Понятно, да? То есть вот у нас дальше будут так вот листики расти. Угу. Это получается у нас центр нашей шальки. Вот здесь получается у нас будут как бы ручки, да? Вот наша шея. Понятно, да? А здесь будет поясничка. Вот так вот. Далее смотрите, что делаем. 3 петельки опять подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее у нас по узорчику идет 1 воздушная петелька. Раз. А далее смотрите. Возвращаемся опять сюда же, откуда мы только что делали 3 петельки подъема. Вернулись сюда же, в этот столбик, и провязали столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Понятно? То есть как бы у нас с краешку будет вот такая вот рогаточка. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Далее шагаем к нашему будущему листочку. Смотрите, мы опять за первый и за последний столбик будем провязывать по 2 столбика с накидом. А 3 центральных столбика будем провязывать по одному. Несложно, да? Итак, за первый столбик беремся и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Следующие 3 столбика, раз, два, три, провязываем по 1 столбику с накидом. Раз столбик с накидом. Следующий 2 столбик с накидом. Следующий 3 столбик с накидом. Есть. И последний, получается, столбик провязываем опять 2 столбика. Раз. И сюда же в этот же столбик провязываем второй столбик. 2. То есть, если посмотрим, то наш листик начинает еще больше расти, да? Далее, после наших столбиков делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот наш, видите, центральный, да, столбик. Вот. Мы к верхушке этого столбика присоединяемся и провязываем, смотрите как.
столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 3. Понятно? То есть у нас вот такая вот будет как бы центральная часть. Столбик, столбик, столбик шел, раз, вот такой вот веничек. Угу. Идем дальше. Возвращаемся точно так же. То есть мы здесь провязываем 3 воздушные петельки. Опять первый и последний столбики провязываем по 2 столбика с накида. 3 центральных столбика провязываем по 1 столбику. Так? Естественно, с накидом. И после того, как мы провяжем последний столбик, 3 воздушные петельки. И опять же присоединяйтесь к третьей петельке подъема. То есть ваша задача повторить зеркально правую сторону. Вот на правая сторона. Вы повторите здесь самостоятельно. Я уверена, что вы справитесь. Давайте. Провязывайте, здесь я вас встречаю. Так, у вас получилось, да? То есть сделали зеркально точно так же, с левой стороны, как и с правой. Не забудьте, что у нас здесь рогаточкой заканчивается, да? То есть вы здесь провязали столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Все, вот такая вот получается красота. Итак, далее делаем опять 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А теперь по узорчику у нас получается идут 2 воздушные петельки. 1, 2. То есть по итогу 5. Поняли, да? Далее накид. И вот наш один получается столбик. Мы к нему присоединяемся за верхушечку и провязываем здесь 3 столбика с накидом. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А теперь внимание, смотрите. Вот у нас с вами получилось здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с накидом. Теперь наша с вами задача не провязывать первый и не провязывать второй. То есть наш листочек рос, 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 теперь он будет убавляться. Итак, первый столбик пропускаем, со второго начинаем провязывать. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3, столбик с накидом 4 и столбик с накидом 5. Вот. И получается у нас остается последний столбик пустой. Мы его не провязываем. Далее что мы делаем? 3 воздушные петельки опять. 1, 2, 3. Вот. Помните наш центральный венчик, да? Такой назвали его. Вот. Получается, за первый столбик беремся и провязываем опять 3 столбика с накидом. 1, 2. И сюда же 3. Понятно? Так? Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Затем в центральный вот этот вот столбик из 3, да, провязываем всего лишь только 1 столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И в последний столбик вот этого венчика нашего, да, провязываем опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Поняли, да? То есть сейчас у нас опять начинается зеркальная сторона. То есть все, что мы провязали справа с вами, да, мы должны повторить слева. То есть получается, вот мы 3 столбика провязали, вот они, да, 3 столбика право, вот мы их слева сделали. Далее опять мы делаем 3 воздушные петельки, первый и последний столбик пропускаем. Здесь получается провязываем 5 столбиков с накидом. Опять делаем 3 воздушные петельки, так, и вот смотрите, вот наша рогаточка, и вот за эту первую ножку рогаточки здесь будем провязывать точно так же 3 столбика с накидом. 2 воздушные петельки и закончим столбиком с накидом. Здесь я вас встречу. Договорились? То есть все повторяйте, все то же самое, что было справа. Давайте. Итак, смотрите, вот мы провязали, получается, да, зеркально повторили все, что мы провязали справа, сделали слева. Если внимательно приглядитесь, так, то смотрите, получается, мы здесь заканчиваем с вами листочек, да, здесь заканчиваем, сейчас будем заканчивать листочек, а здесь, получается, начинается новый листочек, понятно, да? То есть вот наш столбик, вот они 3 столбика, дальше у нас будет, получается, 5 столбиков, будем сделать 5 столбиков, да, понятно? Вот, давайте провязываем дальше. Итак, 3 петельки подъема, 1, 2, 3 и поворот. Далее 3 петельки по узорчику. 1, 2, 3. То есть по итогу 6 воздушных петелек. Дальше смотрим. Вот наши 3 столбика. Мы, получается, первый и последний провязываем по 2 столбика. А центральный как один провязываем. Итак, первый 1 столбик с накидом. Сюда же 2 столбика с накидом. Центральный столбик провязываем как 1 столбик с накидом. И третий, получается, да, вот из этих 3 провязываем опять как 2 столбика с накидом.
Ну, тут принцип понятен, да? Мы начинаем наш листочек увеличивать. Вот, были 3 столбика, да? Был столбик, 3, теперь 5. Угу. Далее идем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Следующий получается, да, вот листочек, он у нас заканчивается, да, как бы должен сужаться. Что мы делаем? Опять пропускаем первый и последний столбик, а центральные 3 столбика провязываем. Итак, первый пропустили, второй столбик провязываем, столбик с накидом раз, следующий столбик с накидом 2, следующий столбик с накидом 3. Последний столбик пропускаем, то есть мы его не провязываем. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот наш листочек, мы его опять увеличиваем. То есть первый столбик провязываем как 2 столбика. Раз столбик. И сюда же второй столбик с накидом. Центральный столбик провязываем как 1 столбик с накидом. И последний столбик провязываем точно так же, как 2 столбика с накидом. Раз, два. Все, листочек опять расширяется. Здесь у нас получилось 5 столбиков. Далее, после 5 столбиков 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять шагаем вот наш центральный, да, центральный столбик. Вот в центральный столбик и провязываем столбик с накидом. 1. Понятно? Все, левая сторона полностью повторяет правую. Опять 3 воздушные петельки. И там, где у нас 3 столбика, мы здесь будем провязывать 5 столбиков. Угу. Опять делаете 3 воздушные петельки. И здесь у вас было 5 столбиков. Вы уменьшаете, делаете 3 столбика. То есть первый и последний пропускаете. Опять 3 воздушные петельки. И здесь опять же листочек у вас вырастает. Из 3 столбиков будут 5. Понятно, да? То есть повторяйте все то же самое, что вы провязали справа. Повторяйте слева. Это несложно, и вы справитесь. Договорились? Давайте, а я вас здесь встречу. Итак, смотрите, вот мы зеркально, получается, закончили, да? Начинаются у нас также 2 листика, как и с этой стороны 2 листика начинаются. А один листик чуть-чуть, да, и закончится сейчас. Итак, давайте следующий ряд. Делаем опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. И сюда же опять ныряем, сюда же. И провязываем столбик с накидом. Опять формируется вот такая вот рогаточка. Угу. То есть мы уже так делали, да? Итак, что делаем дальше? После рогаточки 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот наш листик. Здесь у нас, получается, было 5 столбиков. Сейчас мы в первом и в последнем столбике провяжем по 2 столбика. В 3 центральных по 1. И по итогу у нас получится 7 столбиков с накидом. Итак, вяжем 1 столбик с накидом. Сюда же 2 столбика с накидом. Далее 3 столбика по 1. Итак, 1, 2, 3. Есть. Последний столбик провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Все, наш листочек еще больше подрос, да, такой стал пузатенький. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот наши были 3 столбика. 1, 2, 3. Первый и последний опять пропускаем в центральный, провязываем 1 столбик с накидом. Есть. Все, листик, видите, закончился. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот наш опять листик начинает расти. Опять в первый, в последний столбик провязываем по 2 столбика. 1. Сюда же 2. А в 3 центральных 1, 2, 3 по 1 столбику. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. И последний провязываем 2 столбика. 1 и 2. Вот. Видите, получается 2 листика. Вот они, 1 и 2 растут пузатенькие, а 1 все, закончился, вырос. Так, после, получается, 7 этих столбиков делаем, смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И теперь мы с вами будем провязывать вот точно такой же. Видите, 3 столбика, как мы провязывали 2 ряда назад. То есть такой опять венчик делаем. Итак, ныряем в верхушку столбика центрального и провязываем 1 столбик с накидом, воздушная петелька, сюда же опять 2 столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же 3 столбик с накидом. Понятно? Вот, смотрите, какая получается красота. Вот, растет наш листик, растет листик. Этот листик вырос. А здесь мы подготавливаем почву к следующему листику. Правильно?
Итак, повторяем слева все то же самое, что мы провязали справа. И в конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите. Вот мы, получается, провязали весь наш ряд. Не забыли, что у нас заканчивается ряд рогаточкой, да? Точно так же, как и начинается. Угу. Итак, а теперь смотрите. Опять делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять вот наш столбик один. Мы провязываем за верхушку столбика 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вы уже знаете, да? После 7 столбиков мы делаем убавление. То есть первый и последний пропускаем столбики. Вот, смотрите, раз, два, три, 4, 5. 5 столбиков провязали, листик убавляется. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И смотрите, получается вот наш один столбик, да? Мы, получается, к нему присоединяем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. То есть как только у нас закончился листик, да, смотрите, мы опять начинаем следующий листик. Понятно? Все. И так далее получается. Опять делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Наш вот этот листик мы убавляем. То есть это уже повторяю. Да, вы уже это знаете. Первый столбик пропустили. Следующие 5 столбиков провязали. Так, второй. Третий. Четвертый. Пятый. И опять, смотрите, делаем после 5 столбиков, листик убавляется, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот смотрите, видите наш опять венчик, да? Получается, за первый столбик и за последний столбик будем провязывать по 3 столбика. Раз, два, три. Далее делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Вот наш центральный столбик. За центральный столбик беремся, провязываем 1 столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. И за последний столбик, да, вот в этом венчике, раз, два, три, опять провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, сюда же, и 3. Понятно, да? То есть сейчас ваша задача повторить с левой стороны все то же самое, что мы сделали справа. А если внимательно присмотритесь, смотрите, вот у нас начинается опять листик, да? Начинается листик, начинается листик. То есть получается уже 3 листика начинаются, 2 заканчиваются, да? Здесь получается 1 листик был, далее уже 2, потом дальше будет 3 и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, на этом узорчик весь готовый. То есть вы уже знаете, как закончить. То есть здесь вы заканчиваете, вы уже знаете, когда. А здесь, получается, вы наращиваете листик. И смотрите внимательно. Через каждые 2 ряда, у вас будет рогаточка. Раз рогаточка, значит начинается новый листик. Так? Опять провяжите вот этот ряд первый, следующий ряд провяжите, а в третьем ряду будет опять рогаточка, опять новый листик. Опять 2 ряда провяжете, в третьем опять рогатка, опять новый листик. Понятно? Все. Смотрите, как несложно. Узорчик вообще не сложный, но шалька получится удивительно красивая. Угу. Давайте сделаем несколько рядочков, увеличим наш образец, несколько рядочков, и посмотрим, что в итоге получается. Получится очень-очень красиво. Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, провязала несколько рядочков. Вот у меня, получается, был листочек, да, потом 2, потом 3, потом, смотрите, 4. Дальше уже начался, получается, и 5. Смотрите, красота какая. Вообще шикарно вяжется, девчата. Очень-очень, ребята, девчата, очень-очень легко. Просто, если хотите связать какой-то интересный, удивительный, да, неожиданный подарок, берите эту шальку, берите этот платочек, свяжите очень быстро и будет очень красиво. Смотрите. Красота. Я, наверное, буду продолжать ее дальше. И в ближайшем будущем в Инстаграме покажу вам, какая будет прелесть. Естественно, здесь в сообществе тоже покажу. Угу. Итак, получается, по краешку, да, вот здесь вот просится сделать обвязочка, да. Чем будете делать? Возможно, это будут полустолбики с накидом, возможно, столбики с накидом, возможно, это будут столбики без накида. Возможно, вы захотите сделать веерочки, то есть на ваше вообще усмотрение. Точно так же и по
по краешку получается, да, вот по этим полям, так скажем, да, по крылышкам. То есть точно так же вы можете сделать одинаковую обвязочку. Будет очень-очень супер. Естественно, если кто вязал, обязательно скажите, как вы делали обвязочку. Так? Делали вы здесь дополнительно, может быть, бахромочки, да? Возможно, это будет маленький платочек, и здесь будет, получается, кисточки, да, по углам. Очень тоже интересно, если это будет бактус небольшой на шейку. Красота. Либо это будет большой-большой-большой, получается, такая большая-большая шаль с такими длинными-длинными, да, такими бахромками. Как они правильно называются, тоже напишите в комментариях. Итак, ну что, надеюсь, видео вам понравилось. Гляньте, какая ниточка, прелесть, мигусенькая. Супер. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будут новиночки на сайте. Внизу под видео справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями». Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Заранее вам спасибо большое. Но спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.